Привет! У нас на обзоре сегодня кроссовочки Mirage Sport. Коллекция осень-зима 2021 года, достаточно свежие, скажем так. Сделаны они во Вьетнаме. Идут в более светлых тонах, это серый, бежевый, белый. Такие, скажем так, яркие варианты, но при этом есть еще различные цвета. И в данном случае просто выбрал вот такой, потому что он так контрастирует на фоне остальных кроссовок. В целом дизайн этой модели имеет отсылку к кроссовкам 70-х годов, но при этом идет интерпретация на более современный лад, это более массивная подошва, сочетание современных материалов, элементов, которые здесь используются в верхней части. Здесь используется 60% текстиль, это вот эта вот беленькая сеточка, которая идет здесь, занимает основную часть, скажем так. Также 25% искусственная кожа, это по бокам форм-стрипы, все вот эти вставочки в районе шнурков и прочее. И, соответственно, 15% используется натуральная кожа, это замша, которая здесь стоит на носочке, в пятке и на союзке. Шнурки здесь стандартные, плоские. Из интересного то, что здесь используется в районе пятки пластиковый спойлер, а также вот эта вот арка, которая находится практически на ахилле, она довольно интересно выглядит и как бы добавляет необычности дизайну этим кроссовкам, тем самым, правда, увеличивая их в размере. Брендинг используется практически повсеместно, все будут понимать, что у вас Puma, везде имеются надписи. Что еще из характерного? В том, что здесь идет строчка на замше, везде выполнены швы довольно качественно и интересно. На язычке и опять же таки на ахилле имеется ПВХ вставочка, прозрачный как бы силикон, который покрывает здесь язычок mesh, который должен по идее хорошо вентилироваться, но благодаря ей, собственно говоря, он этого делать не будет. Но зато можно будет выйти в какую-то непогоду и при этом чувствовать себя достаточно комфортно и не так быстро промокнуть. Имеется пластинка на шнурках с форм-стрипом. Еще, что мне показалось странным, это маркировка R. Это вот в кружочке, это знак правовой охраны товарного знака, который соотносит принадлежность, скажем так, своеобразное лицензирование этого товара к своему бренду. Вот, если правильно произнес все это дело. На язычке ярлычок, так же самое на подметке есть надпись, разработана в Puma, и Forever Faster переводится, как всегда, быстрее. Полиуретановые вставочки в районе шнурков, для того, чтобы можно было хорошо затянуть. Если обратить внимание на описание самого производителя на том же сайте, можно увидеть, что там описывается объединение спорта и ретро-моды в этих кроссовках благодаря провокационной линии, силуэта, накладок и вдохновлены в целом диджей-культурой, особенно линейка Remix. То есть это сочетание спортивной классики и стрит-стайла, что выражается в этих вот массивных интересных кроссовочках. То, о чем я говорил до этого, просто немножко другими словами. Стоит отметить, что модель полномерная, не без нюансов, их мы разберем чуть попозже. Это размер 42,5, 27,5 см по стелечке. Внутри мы можем видеть основную стельку, которая здесь прошита, это тканевый слой. И пористая стелька, но не soft foam, она более такая прорезиненная, имеет свою структуру, которая обеспечивает тоже небольшую мягкость, но все же ниже среднего. Сам воротничок, heel canter так называемый, он наполнен средне и имеет ворсистую такую вот тканевую основу, которая необычная, грубая, которая быстро убивается, а здесь она, по идее, должна быть более прочная и износостойкая к стиранию и различным нагрузкам. Да и по комфорту. Но единственный момент, что она здесь светлая, и я так подозреваю, что с такой пяткой они будут забрасывать грязь, мама не горюй. Но это не точно, потому что я их в такую погоду не носил. На другом мы можем увидеть все то же самое. Нажимается ровно так же, чуть ниже среднего. Если от середины до носка посмотреть на материал снутри, там еще идет слой, той же тканевый, катоновый, который стоит в большинстве кроссовок на сегодня. Промежуточная подошва, она же мидсоль, здесь выполнена полностью из EVA, но необычная, это уже разновидность этой пены с улучшенными характеристиками и свойствами. Ее производитель назвал как Имева.
Мы можем увидеть здесь надпись «Cautioning», что в переводе означает амортизация, то есть на самой пене показали, что именно дает здесь амортизацию. Это терморезина, которая здесь выполнена, судя по всему, из разных материалов, прозрачная и нет. На прожимистость здесь где-то чуть больше среднего или средняя, она мягкая, но не скажешь, что самая. Но этого более чем достаточно. Подошва имеет интересную форму, это выпуклости, впадины, они все так же, скажем так, отпечатали тот же форм-стрип, этот трек на различных материалах верка и на самой подошве. Так как они достаточно имеют высокий силуэт и толстую подошву, я думаю, в них не очень будет удобно ходить по каким-то уступам, но и вряд ли вы будете это делать, так как эти кроссовки просто на каждый день. Теперь же посмотрим их на ногах. На мой взгляд, они очень хорошо смотрятся, особенно под вот этот вот стиль, носки, короткие джинсы. Почему-то мне напоминает какой-то японский стиль. Очень хорошо они вписываются, и я думаю, их можно легко сочетать в стиле casual, особенно в вот этом вот цвете. Правда, стоит учесть, что в таком цвете в наших странах им будет просто, габелла, этим словом. Поэтому лучше выбрать все-таки что-то черное, но в то же время, если вы хорошо умеете следить за обувью, беречь ее или будете ходить в хорошую погоду, то этот вариант тоже просто отлично подойдет и впишется в ваш гардероб. По комфорту, я не скажу, что прям что-то супер дают эти кроссовки вам по ощущению. Довольно стандартные, классические, немножечко увесистые, если сравнивать их с теми же Puma Wild Rider, которые чем-то, на мой взгляд, похожи силуэтом. Но эти, наверное, будут все-таки чуть поярче. Из-за этой силиконовой вставочки на язычке все-таки их как-то сложновато шнуровать. Пальцы постоянно цепляются за него и плохо скользят, в общем, я не знаю. И нужно шнуровать желательно посильнее, потому что послабляется. Причем нужно потянуть от нижней части. Подметка цепкая на плитке, вроде бы не скрипят, я такого за ними не заметил. Хочу отметить то, что по амортизации они примерно средненькие. Здесь и пена не дает супер результата, и в то же время сама стелька, она здесь не soft foam, без эффекта памяти какой-либо. Но вот это вот тот вариант, который на каждый день просто идеально подходит. Они не будут супер мягкие. Здесь это и не нужно. Я везде, практически в каждом видео говорю о какой-то амортизации, какой-то там мягкости. Просто здесь вот стандартные кроссовки, и больше от них нечего ждать. Но еще стоит отметить то, что именно в носке, возможно, некоторым людям они могут не подойти именно с широкой стопой, потому что идет сужение, начиная как раз таки от большого пальца и мизинца к передней части, собственно говоря. И я думаю, что вот мне-то они подошли, у меня стандартная средняя нога, а у кого с этим проблемы, могут либо натирать, либо сильно они раздадутся со временем. Такое тоже возможно. Но тогда стоит учесть то, что сама подошва, она идет суженная, и она этим людям, скорее всего, не подойдет. Ну а так, в целом, они более чем стандартные, классные кроссовки в интересном дизайне, с сочетанием различных материалов на каждый день самое то. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Простите, что получилось довольно затянуто, но хотел именно рассказать и поделиться не только информацией какой-то общей, но и своим мнением. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!